Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, жизнь души. В данной теме я показываю, каким образом именно жизнь души, то, что мы рассматриваем как вечную жизнь души, вот именно это понятие можно расширить до уровня, например, вечной жизни физического тела, до уровня управления событием, и причем с точки зрения придания именно статуса вечности, и до уровня вот того познания, когда, познавая, вот вообще говоря, ту структуру, что из себя представляет жизнь души, мы находим технологические конкретные приемы, которые позволяют нам из сопоставления, например, этих понятий, как жизнь души, жизнь тела, сделать определенный вывод, что если мы познаем, как живет душа, то, соответственно, проще, например, технологии вечной жизни физического тела реализовывать. Поэтому в данном случае, правда, есть такой аспект, что изначально от Бога физическое тело эти технологии уже имеет, и мы в данном случае познаем как бы статус часто даже тела, вот, проявленного на бесконечное развитие. То есть больше как бы идеологию физического развития тела, когда тело вечно. Поэтому здесь нужно рассмотреть именно задачу все-таки действия души, то есть логика в том, что мы, изучая и рассматривая жизнь души, мы можем соответствующий механизм переносить на тело. Это, во-первых. Во-вторых, рассматривать жизнь души Бога и получать прямую информацию для физического тела человека, а также получать всю информацию о действии, например, Бога, значит, причем о том действии, которое направлено не только через структуру души Бога, а через все другие системы Бога, через личность Бога, потому что здесь, на самом деле, как только мы рассматриваем душу Бога, жизнь Его души, то мы, вообще говоря, имеем всю структуру личности Бога. То есть фактически все-таки душа человека, да, душа Бога, это есть один уровень на как бы фазе вечного развития, да, в мире. Физическое тело Бога вечное, а физическое тело человека может быть вечным, если человек эти знания имеет. И получается, что и так далее, да, вечный дух Бога и человека, то есть начинаются некие совпадения, соединения по элементам информации. И получается, что физическое тело, в данном случае, это есть уровень, который практически, по сути, очень точно понимает свою душу. То есть в данном случае изучение жизни души можно вести физическим телом. В этом случае мы начинаем видеть, как вообще понимает физическое тело как таковое. И создается достаточно мощный механизм, вообще говоря, обучения физического тела любой информации, потому что душа пересечена с любой информацией, поэтому тело получает полезную информацию для вечного развития с любой среды, от физического пространства, да, от действий и так далее. Поэтому в этом случае вот именно механизм действия нужно рассматривать именно как механизм, в принципе, который как бы распространен на всю физическую реальность с точки зрения развития тела, и душа в данном случае, как правильная система в этой реальности, это есть все-таки механизм обучения тела вечной жизни. Поэтому рассмотрим, собственно говоря, саму вот эту вот систему, или, так скажем, само понятие жизни души. В данном случае, ну, изначально все знают, что душа вечна, но ведь она вечно живущая. И поэтому мы подразумеваем именно смысл вечной жизни души. То есть в связи с этим надо рассмотреть вообще, как жизнь души воспринимается, ну, например, физическим телом, да, или логикой, сознанием человека. То есть душа где-то находится, например, там, в физическом теле человека, и, значит, производит определенные действия, да, по организации физического тела с точки зрения здоровья тела. То есть основная задача действия души – это организация здорового тела. Вот основное количество времени с точки зрения логики человека душа затрачивает, как бы, если считать, что существует такое понятие, как время для души, на то, чтобы физическое тело было здорово, чтобы выполнялись задачи Бога и так далее. То есть жизнь
души в данном случае это как уровень, где есть некий центр более ранний, и более ранний центр, он практически как бы управляет следующими задачами души. То есть это ряд задач, например, там, вечная жизнь человека, реализация его конкретных идей там, и так далее, реализация идей Бога. И этот управляющий центр, он фактически как бы, формирует то, что со стороны можем сказать, что вот это есть проявление жизни души. Также и физическое тело, по аналогии, мы решаем какие-то вопросы там, в пространстве времени, и получается, что исходя из этого мы, в общем-то, имеем очень конкретную позицию, да, что также есть управление там, задачами, также есть долгосрочные задачи, задачи Бога, которые стоят перед физическим телом человека. То есть есть некая аналогия. Но вот понятие истинной жизни души, где душа, так скажем, живет, да, человек. Вот. Есть такой термин, где она находится, это другой вопрос. Например, в физическом теле она может находиться, человек. И вообще говоря, всегда находится в определенном элементе, всегда в физическом теле, хотя может проявлена быть в других местах. И вот когда идет речь о том, что она может быть проявлена в других местах, мы можем рассмотреть динамику жизни души. То есть такой простой вопрос. Если стоит перед человеком, рассмотреть какой-то статус перемещения собственного физического тела, да, то мы можем смотреть, где рядом с физическим телом на информации перемещается его душа. При этом душа воспринимается точно как физическое тело, но человек видит, что это действует душа. То есть это некий там, друг, да, так скажем, товарищ или тот, кто старается, значит, показать некий путь, и он начинает показывать, куда двигаться. Вот, например, человек идет там в поле, куда вообще ему идти, как он вообще принимает решение. Он принимает решение на определенном уровне взаимоотношений, оптического распределения информации. И вот мы можем увидеть, где душа его приглашает идти. То есть душа действует как друг, как даже человек во многом, да, но который проявлен как бы информационно. То есть с точки зрения Бога жизнь души – это как бы всеобщая жизнь всего человечества и одновременно конкретного человека, вот того, который является, в принципе, личностью самого, да, человека. То есть как только мы к этому подходим, мы видим, что душа внутри. Но тем не менее она проявлена извне. Так же делает и Бог. Он есть и в действии находится в любом человеке, но он же проявлен и извне, да, то есть жизнь души очень близка как бы к действию Бога. Вот жизнь Бога это более, общее понятие, а вот именно к действию Бога. И когда вы начинаете задавать вопрос вообще, как действует Бог, да, вот он должен повести рукой, например, и тогда получается, как в этом случае описать этот момент с точки зрения логики человека. Надо рассмотреть собственную душу, то есть посмотреть через душу человека. То есть душа это еще и механизм познания, следовательно, жизнь души подразумевает обычный набор знаний. То есть душа это как бы некий уровень фактически конвертации знаний, где мы видим действие Бога, но в виде души. Действие Бога конкретно как личности – это и есть душа. Следовательно, почему мир должен расширяться, увеличиться? Действий Бога бесконечное количество, и каждая душа несет в себе фактически как бесконечное количество действий, так и то количество действий, которые соответствуют данной душе. И получается, что из взаимодействия душ людей мы получаем следующие события. Да? Вот душа контролирует как бы конечное количество событий, которое нужно контролировать душе, Богу, например, людям. И из конечных систем получается бесконечная величина, которая уже есть действие Бога по всеобщему развитию. То есть где-то существует переход в бесконечный статус конечных как бы элементов действия души. Так вот, переход в бесконечный статус – это и есть фактически вечное тело человека, потому что логически понятно, что вечное тело – это есть именно тот путь, который Бог показал изначально, да? И вот этот путь перехода через вечное тело, получается, что необходимо для души фактически как бы культивировать вечное тело, чтобы решить задачу Бога по бесконечному как бы перебору событий.
То есть душа стремится тоже быть похожей на Бога, то есть действовать подобно Богу. И здесь мы видим очень мощный механизм познания, что любой элемент человека, любая жизнь человека, да, любая жизнь, связанная с человеком, действует по уровню подобия Богу. То есть даже клетки синхронизированы по этому же уровню, с точки зрения вечного развития, как делает и показывает Бог. То есть с точки зрения клетки жизнь изначально вечна. Если смотреть там ядро клетки, да, на молекулярном уровне, то получается там есть элемент, который вообще неделимый. То есть в человеке есть структуры на физическом уровне, которые вечны. И получается, что если мы эти структуры вечности познаем или на них обратим внимание, то опора на этом уровне — это и есть уровень перехода между действием души, то есть между жизнью души и жизнью человека к жизни Бога. И получается вот такой некий триединый фактически уровень, где мы имеем, по сути, то, что изначально до действия духа есть действие жизни души. Вот жизнь души как автономное понятие, как понятие информативное. Вот если сказать, что есть жизнь человека, это есть некое понятие. Живой человек — это и есть жизнь человека, да? Живая душа — это и есть жизнь души, но живая душа, она всегда живая. Тем не менее, мы такой термин можем применить. То есть, получается, удвоенная жизнь, да? Душа живая, а мы говорим жизнь души. Мы удваиваем информацию жизни, усиливаем. И чем ближе к Богу, значит, тем в большей степени, так скажем, компрессии, с большим уровнем сжатия информации, мы начинаем видеть, что на определенном уровне душа очень четко видна, как она взаимодействует с телом. То есть видны все механизмы взаимодействия души и тела. И при этом видно, что так как душа бесконечна, вечна, внутри находится вечное тело. То есть фактически мы находим на информации уровень, где есть все данные о качественном состоянии вечного физического тела. Как тело должно выглядеть в какую-то конкретную секунду, например, да? Как мы можем, например, делать управление, там, предположим, в бесконечном развитии. И вот эта вот координатная система, она не ищется где-то там в бесконечной величине, не путем там больших количеств управлений, а просто-навсего мы находим это место, где вообще все есть. Там, значит, внутри структуры души находится физическое тело вечное. Тогда получается, мы смотрим на эту некую матрицу, как на координатную систему, и понимаем, что в этот момент, значит, какой оптический уровень управления мы должны иметь. То есть мы можем выбирать оптику для вечной жизни. Это очень важное понятие, потому что жизнь души — это оптическое проявление. Жизнь проявлена оптически. Вот человек перемещается в физическом мире, разные цвета, да, разная оптика даже от физического пространства. Жизнь — это динамика. И если мы рассматриваем более динамические системы души, более в цветовом варианте выраженные, да, в действии, то мы рассматриваем больше контекстов жизни души. Потому что если вот задастся, например, вопросом фундаментальным, там, что есть жизнь человека с точки зрения внешнего познания, кроме того, что мы сами понимаем, что есть жизнь. Значит, то есть, есть как бы атрибуты жизни, там человек двигается, решает вопросы и так далее. Так, как бы, если взять вот и считать, что существует внешний аналитический уровень, совершенно незнакомый, например, с человеком до первого контакта с ним, он имеет только внешние параметры жизни человека. То же самое у души. Существуют как бы вот эти вот внешние параметры, где именно многогранность, много аспектов воздействия, это есть проявление жизни души. Так вот, когда мы таким образом смотрим, то мы видим уровень первичный, что для души тоже существует определенная система переходов, они совершенно различные, там для каждого человека индивидуальные, где душа впервые узнает человека как бы в плане контакта, то есть она впервые с ним контачит. Вот всегда есть некий уровень первого контакта, да? То есть можно сказать, что Бог при создании человека в какой-то момент, с точки зрения логики человека, с ним тоже контачит впервые, как бы, да? Человек создан. На самом деле для Бога он всегда существует, человек. Там нет понятия начала и окончания восприятия Бога. А с точки зрения логики человека такое понятие есть. И получается, что в период первого контакта
души и тела, душа воспринимает тело человека точно так же, как она сама устроена. То есть если объект исследования обладает какими-то функциями, то он воспринимает другой объект как систему, которая может обладать такими функциями. То есть вечная душа сразу определяет моментально в теле структуру вечности. И тогда она начинает его опознавать, да? Узнавать. Значит, в плане, с определенной точки зрения, душа всегда знает тело, потому что это неразрывная система. Но мы в данном случае рассматриваем абстрактную модель, которая существует действительно в момент рождения человека. И в этот момент душа как бы фиксирует всю матричную систему вечности тела и запоминает. И дальше получается, что это объект ее управления. Дальше эти системы развиваются, да, и получается, что первично вечная система, физическое тело человека, начинает, в пространстве и во времени развиваться в дальнейший уровень управления, возникают уже нюансы, связанные с системой коллективного сознания. То есть в первичный уровень развития возникновение человека соответствует уровню восприятия души, а душа организована в самом начале мира. То есть, получается, каждый человек рождается фактически в самой начальной, системе организации мира. И получается, что вот человек родился, для него мир вот только что организован. Логически, в принципе, так и есть, да, для него. В этот момент он и воспринимает всю физическую реальность, там, например, или информационную. Но на самом деле, с точки зрения души, так и есть. И получается, что жизнь души включает в себя передачу информации о начале организации мира человеку. То есть зачем нужно, да, это для жизни души, или функция жизни души, почему такая проявлена? Так как жизнь души все равно, вечная душа все равно живет всегда. То есть каких-то особых элементов, по типу питания там это не нужно. Поэтому я говорю, для жизни души с точки зрения следствия, значит, для человека. А потому что душа передает весь накопленный опыт всего мира от начальной системы создания мира. То есть человек, когда рождается, он получает абсолютно все знания, которые накопило человечество, вообще весь мир с момента своего начального уровня создания, включая перемещение всех молекул, атомов и так далее, во всех системах мира. То есть фактически человек рождается с уровнем, который соответствует, ближе к абсолютному знанию, так скажем, что ли, где знание, которое соответствует в реальном времени Богу. А логически так и есть. Бог же создает человека. Хотя он рождается, например, биологическим путем, но знания Бога, они тоже вечные, бесконечные, они тоже имеют природу самого начала. Поэтому здесь все как раз-таки стыкуется, когда мы видим, что душа вот эти знания передает человеку, то есть создает для него условия для жизни. Значит, потому что только имея все знания мира, человек может осуществлять продолжение развития мира, да, в своем ракурсе развития. Значит, потому что если бы какого-то знания бы не хватало, то человек вынужден был бы сначала дополнить, а потом родиться. Поэтому получается, что исходя из уровня такого абстрактного, что ли, понимания реальности, здесь получается, что Бог, когда он, самоорганизовывался, он сразу же включил вот этот механизм реальности в развитие. То есть он сразу, во-первых, дает все знания всем и одновременно таким образом, чтобы не упустить ни одного элемента знаний. И исходя из этого, получается, что Бог фактически здесь создает личностную систему души, или там, можно так сказать, что личность души, вот по аналогии, что есть там личность человека в целом, а, например, если рассмотреть понятие личностных, что ли, характеристик души, что душа на чувственном определенном уровне связана с телом именно в этой задаче Бога, не упустить какой-либо элемент знаний. И вот если душа не упускает, человек развивается более гармонично, более, может быть, расширено в плане именно взаимодействия со всей информацией. И вот получается, что душа работает так, как работает вообще сама жизнь. То есть в определенной степени понятие жизнь и душа – это неотличимые понятия. И получается, что
душа как проявление жизни, да, всеобщей жизни, это есть как бы следствие, что ли, так можно назвать, жизни Бога. Значит, и исходя из этого, мы уже начинаем работать с понятием «просто жизнь». А когда мы начинаем работать с понятием «просто жизнь», зная именно вот то, что душа не упускает ни одного элемента знания, то получается, что таким образом мы просто живем, да? И стоит нам только в этом поле информации оказаться, работать здесь, то мы и живем постоянно. То есть вечная жизнь – это есть вечная работа в информации жизни. Логически тоже так и есть. Чтобы жить вечно, значит, надо создать информацию жизни возле себя. Любой элемент информации должен быть живым и вечно живущим тогда получается. Ну, если это какой-то объект внешний, там какой-либо, ну, который относится, например, к той реальности, которая, ну, например, не соотносится с понятием там живущих объектов, да, то в данном случае речь идет о том, что, ну, если это камень там, да, или какой-то объект, может быть, даже нематериальный, но как бы разовый, да, здесь как раз-таки вопрос такой, что жизнь это есть уровень, который, вообще говоря, очень автономен. То есть внутри жизни каждый элемент обладает свойствами, предназначенными для жизни. То есть человек живет в мире, где внешние системы от него практически не отделены. То есть получается, что пусть даже мы берем, предположим, большой город, много явлений каких-то механических, физических, тем не менее, он же, когда что-то вспоминает, он не отделяет эту часть. То есть, когда он вспоминает, он как бы притягивает к себе эту информацию человек. То есть, память, воспоминания, движение, восприятие – это есть взаимодействие. И это есть тоже определенное проявление жизни. То есть, по аналогии с тем, как есть жизнь души, и используя это в цели управления, можно получить вечную жизнь в любой конструкции. Также, значит, любой элемент реальности воспринимает человека как жизнь человека. И тогда он может научиться быть вечным. Да, как бы. Вот, здесь получается, что вот эти предметы втягиваются в поле жизни человека. И тогда любая мысль человека начинает влиять на предмет. Он может видоизменяться в зависимости от мышления человека. То есть это есть продолжение жизни человека. Он неразрывно связан с предметом. То есть поле его жизни расширяется. И вот здесь мы приходим уже к тому, что когда мы вводим понятие такой всеобщей жизни, так скажем, то мы приходим к Богу в той степени, где жизнь Бога выражена как жизнь многих душ одновременно, да? И тогда вот создание следующей души – это есть та работа Бога, где Он фактически создает следующий мир. Здесь тогда становится понятно, что душа – это целый мир. И, значит, так как автономная система, она удовлетворяет практически всем внутренним и внешним свойствам и качествам, то вот именно поэтому и, в общем-то, благодаря этому создается следующий мир, то есть следующая душа. Значит, душа, получается, не просто, так скажем, имеет, ну, некие там системы внешние по отношению к миру, она есть целый мир. И, следовательно, все системы внутри этого мира, они живущие, они динамичные, и достаточно только вот в центре души сделать какое движение, можно повлиять на целую галактику. Или, например, там, мгновенно сделать управление какое-то. Тогда надо просто видеть, чтобы вот жизнь души была распространима на любой элемент мира. То есть взять за основу управления жизнь души, жизнь физического тела, совместить их, эти элементы, например, внутри физического тела или просто физическим телом. И тогда можно видеть, что даже движение физического тела в этом случае влияет на реальность. А дальше уже видно, что достаточно просто конвертировать управление, значит, на уровень мышления, и тогда мысль является уже управлением. Следовательно, когда мы знаем жизнь души, мы можем даже локальную систему мысли человека мы можем практически выводить на уровень макроуправления. То есть получается, что
если мы имеем, предположим, какую-то мысль, да, и при этом эта мысль визуализирована для нас, то нам достаточно иметь только один сегмент мысли, как бы, пусть, например, мы считаем, что существует сила тяжести, которая действует на мысль. Ведь мысль — это тоже определенный уровень фотонов, и существуют какие-то там взаимодействия, и, значит, некая сфера, внутри которой фотонов больше. То есть, как бы на дне как бы этой сферы, да, внизу, на уровне там ближе к вертикали, находится больше фотонных элементов. Получается, что мы можем внутри мышления создавать жизнь, потому что мы получаем внутри мысли автономную систему. И как только мы это количество фотонов начинаем наращивать, и потом одна мысль, например, переходит в следующую, мы наращиваем просто свет управления, то мы можем увеличивать структуру собственного физического тела с точки зрения именно там, ресурсов, так скажем, вечной жизни. То есть, чтобы вечно жить, в этом случае не обязательно этим заниматься постоянно. Достаточно просто один раз нарастить ресурс вечной жизни за счет мышления, причем управления, и на длительное время, например, там, можно найти такой уровень управления, где, скажем, миллиарды лет можно просто жить вечно, при этом не делая добавочного управления. Ведь Бог, когда создал мир, сразу же одновременно, Он же сделал это за один раз, Он же не делал там многократно, да? Значит, такой механизм у человека тоже есть. То есть человек изначально живет вечно, даже без какого-либо увеличения управления. То есть есть такой ресурс, что есть в центре души человека. Вот это и есть центр жизни души человека. Там, где никаких добавочных ресурсов не требуется, потому что душа, она может там не питаться, да, она может просто жить вечно, потому что она просто сама по себе вечна, она находится в этом пространстве. Она такая есть, это свойство просто мира. Потому что созданный мир Богом, который, например, находится в душе, да, и который означает сам по себе душу человека, он же уже создан, зачем ему дополнительно что-то еще иметь? В виде там, какого-то питания или некой энергии, так называемой, и так далее. Уже это созданная конструкция, автономная. Кстати, это мощнейший механизм лечения заболеваний. Умение выделить значит, структуру жизни человека таким образом, чтобы увидеть именно автономные системы внутри, например, там, того процесса, который необходимо излечить. То есть, значит, увидев системы жизни, которые не соприкасаются с элементами внешней реальности, мы очень быстро можем нормировать орган, систему. Это мощная система регенерации органов, кстати. Но для этого нужно просто жизнь, освещение жизни ставить как бы чуть выше, возле органа. То есть не класть на сам орган, потому что тогда мы контактируем с определенным местом, да, локальным, а делать возле. И вот свечение, которое возле, быстренько ткет, создает орган. Потому что, по сути, что есть вот именно, отсутствие органа, да, например, в случае резекции, там, операции некой у человека, что это фактически просто-навсего элемент отсутствия, локального жизни, значит, данной системы. Но ведь внутри у человека все равно есть место, где эта жизнь есть. Он же автономная система. То есть достаточно это как бы душе вспомнить, да, и вывести в нужную позицию. То есть в данном случае душа имеет принципиальное значение. Ведь регенерация органов, она практически идет вокруг именно канонического тела. А каноническое тело есть внутри души, как я уже показал. И получается, что просто душа как бы вспоминает свое состояние. Вот это вспоминание, это и есть рост органов. И когда мы начинаем исследовать этот процесс дальше, то получается, что мы видим следующую конструкцию управления, что когда Бог разговаривает с душой, Он создает вечное физическое тело. То есть в любом контакте души и Бога тело всегда создается вечным. И поэтому, когда человек душой обращается к Богу, он проходит через вечное тело. Вот, например, там, в молитвах, в обращении по управлению, например, по моему учению, обращение к Богу – это есть обязательный выход через вечное физическое тело. Там есть только один путь – выходить через вечное тело. А доступ к макроспасению, он тоже только один. Только вечное тело может осмыслить все события и увидеть все связи в макроуровне.
Если мы рассматриваем какую-то другую конструкцию, мы все равно все связи не учитываем. Только через вечное тело. Поэтому макроспасение, спасение всех, выход через макроинформацию — это постоянный тренинг по запоминанию того, что когда сознание проходит через вечное тело, сознание все больше осваивает технику взаимодействия тела и конструкции. И получается, что здесь опыт, который есть у вас, он сразу же моментально нарастает. Там, от каждого раза он очень сильно нарастает. И получается, что когда вы действуете, например, на уровень, да, вот бесконечного развития, то вот этот опыт, он колоссально важен, чтобы увидеть, как жизнь души в дальнейшем показывает вам следующий путь. Но ведь душа, она, как правило, и дает некий указывающий путь для человека, правда, она дает его изначально от рождения человека. И поэтому вот этот указывающий уровень, он фактически часто очень как бы отдален. То есть действие надо предпринять здесь, а информация далеко, потому что душа изначально очень уровень далекий для сознания человека, она от начала организации мира исходит. И поэтому и получается, что часто задачи души одни, а человек, ну, как бы делает иногда не совсем то, потому что он воспринимает ту информацию как далекую информацию, геометрически далекую просто. А в этой информации находится задача, которая вот сейчас. То есть, чтобы распознать эту систему, человек должен обязательно научиться, так скажем, быстро обращаться к Богу, или, значит, уметь, обратившись к себе вечному, да, значит, к вечному физическому телу своему на уровне познания этого тела, суметь тогда быстро задать вопрос Богу. То есть через вопрос к Богу он может решать задачи, например, души, которые душа перед ним ставит. Или же он тогда должен сначала сделать управление к душе, как бы настроиться, сделать управление, получить ответ, но это в принципе получает то же самое, что обращение к Богу, потому что изначально созданный уровень, который есть вечная жизнь души, он все равно практически будет таким, что вы пройдете то же самое, но как бы с другой стороны вот управления. То есть получается, в управлении возникает некая сторона действия. И вот поэтому, когда мы рассматриваем жизнь души, мы можем видеть, что пространство управления имеет векторную природу. Там. То есть каждый элемент действия имеет направление, совершенно конкретные, там совершенно четко расположенные элементы развития. И здесь можно четко поэтому увидеть, почему именно так организовано физическое тело человека. Плотным, конкретно вот таким, где есть конкретная система распределения информации, потому что душа по своей природе устроена практически так же. То есть информация распределяется внутри души так же, как и материя физического тела человека. И получается, что мы душу свою достаточно хорошо как бы физиологически знаем. То есть мы можем ее прослушать, понять, если мы присмотримся к телу или к тому, на что тело ваше способно. То есть человек может быстро пробежать, например, значит, может нарастить спортивные результаты. То же самое по аналогии он может получить, значит, знания у своей собственной души, если он, например, начинает воспринимать аналогию именно такую, что есть аналогия с физическим телом. При этом саму аналогию можно, например, не обязательно визуализировать, там, а достаточно просто понятие жизни души, жизни физического тела. Да? И вот здесь возникает вот самый такой принципиальный момент жизни души. Раз жизнь души бесконечна, она, душа связана с Богом, да, с физическим телом человека, и более того, формирует человека и организовывает, в том числе физическое тело человека, то получается, что вместе с Богом она, организуя физическое тело человека, имеет очень как бы отдаленную, бесконечно отдаленную субстанцию действия, где все вопросы, вообще говоря, решимы и решаемы. То есть вот есть в душе такая точка управления, она находится, может быть, там, ну, как правило, возле физического тела человека, и тогда душа находится в физическом теле человека вся. Значит, что все вопросы решены, потому что вечная жизнь души – это все равно решение любого вопроса. Любой вопрос – это все равно локальная величина. По сравнению с вечностью это всегда решаемая система. И получается, что вот свет вот этой решенной, да, задачи,
распространяется на вас, и вы точно знаете, например, там, свое будущее, можете точно управлять процессами там, какого-то вечного, бесконечного развития, и при этом, при всем, вы можете, в принципе, перенести это очень детально на свои локальные события. Так вот, перенос на локальные события – это точно то же, что душа передает информацию физическому телу. Это абсолютно идентично в этой системе управления. То есть здесь достаточно посмотреть, как в этой ситуации душа передает информацию физическому телу, и вы элементарно можете из бесконечного уровня управления получить управление локальными событиями. Для этого надо только лишь рассмотреть физическое тело свое, например, да, рассмотреть события, то есть поставить цель управления, и посмотреть, как из вашей души информация передается к телу. То есть где, куда, например, там, куда физически, куда идет информация, на локоть, на палец, там, на какую часть тела просто. И как только вы начинаете видеть это, вы очень четко сразу определяете связь управления. То есть вы можете управлять там через кожу, да? Например, свет попал вам на локоть, ну, знание души, да? Или на какую-то часть тела, вы отразили в само событие, и все. И вы получаетесь вне системы управления. То есть вас эти знания практически как бы не затрагивают, да? Вы напрямую управляете душой. А тело работает как система внешняя, как система как бы некого надзора даже, да? Получается, что тело может быть на таком уровне управления, что задачи души можно, например, определенным образом применять для своего управления, потому что душа всегда решает свои задачи. И здесь можно направить просто свет, просто скоординировав действие тела. Ну, например, там, человеку нужно пройти в несколько магазинов, он выбирает же логически, какой магазин или какое действие осуществить. Точно так и здесь можно применять логику для того, чтобы более оптимально взаимодействовать с душой. И вот когда вы этот уровень оптимальности увеличите, ну, как в тренинге, то наступает гармония души и тела в плане управления. Здесь главный элемент – это макросозидание обязательно, потому что основной тренинг – это через макроспасение получает человек. И вы получаете абсолютно точное, достоверное управление, точную информацию, причем ту, которая фактически как бы бесконечно распространена во внешнюю реальность. То есть не обязательно только мир конкретной души там, или человека, а это может быть следующий мир. Вот почему происходит переток информации с одного мира, созданного, например, Богом, да, мира души, в другую систему. Потому что механизмы взаимодействия бесконечны, вечность не может быть локальной. И поэтому вечное взаимодействие все равно должно это действие куда-то перетечь. То есть если мы хотим рассмотреть вот понятие вечности, вот мы, например, двигаемся какое-то там даже бесконечное время. Следовательно, мы сразу считаем, что следующий элемент вечности – это есть уровень, который попадает туда, значит, который как бы следующий уровень может быть таким, или вот это вот место, куда попадает следующий уровень, это место не определено. То есть вечность рождает как бы следующую систему реальности, сама вечность. Поэтому рождение следующего мира – это есть необходимость для функционирования именно вечного развития. То есть рождение следующей души Богом, создание души Богом – это есть необходимость, которая формирует именно статус вечного развития. То есть создание следующего мира – это есть характеристика вечности. И исходя из этого, мы можем сказать, что в жизни души есть тоже характеристика. То есть по аналогии с тем, как развивается вечность, развивается жизнь души. Там есть характеристика вечного развития. И такой характеристикой является в первом уровне управления, а вообще говоря, и в конечном, и в изначальном, это физическое тело человека. То есть душа считается развитой, ну, достаточно, скажем так, нормально, да, хорошо, если механизмы вечного развития душа синхронно, по мере необходимости, передает физическому телу. То есть вот переход жизни души в физическое тело человека – это есть фактически все созидательное развитие мира. Потому что ведь воспринимаются, вообще говоря, все информативные данные. Да? И получается, что исходя из этого, если мы что-то не учитываем, то получается, что как бы воспринимается не вся информация. Исходя из таких систем управления, для того, чтобы, например,
помочь, да, лично себе, там человек может в реальном времени, когда он там чем-то занимается, например, сконцентрировать внимание на каком-то одном аспекте информации, на любом свечении, вот самом близком к нему, и получить мощнейший уровень, ну, того, что называется, например, там, энергии или там, некой системы, через которую строится событие. То есть, если посмотреть вообще, как строить события, что для этого надо, какой материал, да, используется в восприятии человека. В оптическом выражении это есть некая оптика, которая распространяется, например, в бесконечное развитие, и тогда возникает вопрос, эту оптику, вообще говоря, где ее брать, да, например. Ну, в восприятии ее полно, этой оптики. Можно ее брать вообще из чего угодно, там, с ближайшего образа, с ближайшей мысли, вообще с ближайшего действия. То есть человек, чем ближе, значит, придвигается к центру своей души, тем больше у него ресурсов для действия, для вечного именно развития в плане даже того, как показать другим. То есть вот в данном случае, по моему учению, очень просто учить других именно вечному развитию через жизнь души. Надо просто продвигаться ближе к центру души, например, своей, да, и тогда человек от вас видит очень мощные там свечения, которым передает знания. При этом, если это сопровождать словами, то знания получаются часто многократно там, выше по управлению, то есть более концентрированные. И получается, что когда вы, например, делаете управление, идущее далеко вперед, то есть, например, вы сделали, заслабили там какую-то конструкцию управления сделали, и стоит только вокруг чему-то развиться, вы берете и конструкцию еще увеличиваете в статусе. Что-то развивается, вы еще больше увеличиваете в статусе. Вот почему Бог там вынужден все знать, да, все уметь. То есть почему он должен уметь все делать? И почему он должен как бы владеть всей ситуацией? Потому что он каждый раз должен увеличивать ресурс своего управления. То есть что-то в мире видоизменилось, он должен брать контроль над этим, да, и так далее, с человеческой точки зрения. И по аналогии устроен человек. То есть душа, жизнь души — это есть элемент, где существуют постоянные надстройки следующего действия. То есть душа человека такова, что она постоянно увеличивает ресурс своего следующего управления. И получается, что в душе должен быть механизм, такой же, как у Бога, как у человека в целом, да, куда душа тоже включена как система управления. Значит, где есть механизм некий опорный, на чем-то идет опорное действие, и потом уже идет следующее. Но здесь механизм очень простой. Физическое тело человека, которое, значит, выражено в оптическом выражении, репродуцирует свет определенный, и основой для следующего действия является само же тело. Также и в душе. Основой для следующего действия является, фактически платформой является сама душа. Просто действие это должно быть практически мгновенным. То есть вот платформа, она резко переместилась в другое место и является платформой для следующего действия. Но тогда перемещение платформы должно быть практически мгновенным. Что и делает Бог, Он присутствует везде в своем действии. Получается, что вот эти сверхскорости — это фактически существование элемента информации в любом другом месте на уровне логики. Так и есть душа имеет свое присутствие везде. И вот задача только проследить тогда, что же происходит внутри, между одним элементом присутствия и другим. То есть получается, что человек в изучении этого процесса управления сам назначает, где элемент фиксации его внимания, где следующий элемент. То есть получается, что это некое самообучение, где человек сам принимает решение, сам делает выборку из динамического процесса, а динамика, она вечная, всеобщая. То есть фактически мы же сталкиваемся опять со всем миром, который является душой, но как бы с другой стороны, со стороны человека уже, как исследователя. И по большому счету человек исследует свою собственную душу, получается, когда он исследует внешний мир. Потому что я здесь показал именно стык исследования с внутренней стороны и внешней оппозиции. И когда он начинает, например, применять эти механизмы, то для него, в принципе, должно быть, с точки зрения, по крайней мере, созидательного вечного развития, вообще все знакомо. Потому что он же душу свою знает изначально. Душа уже находится как элемент исследования внутри человека. То есть он, вообще говоря, не делает вообще ничего нового. Он просто-навсего является вечно созданным, и все. Когда он так себя осознает, все, тогда жизнь души полностью стыкуется с жизнью физического тела, и тогда ясно, что при полной стыковке тело живет вечно. Естественно вечно. То есть не надо напрягаться, не надо там применять каких-то технологий там, в большом количестве, например, да, и не надо в большом количестве, например, там какие-то
делать какие-то сверхконцентрации или там приводить какие-то сложные системы управления. И вот мы приходим к тому, что изначальная организация управления, вот с чего вообще берется вот эта строительная материя управления, да? Это есть система, которая уже сейчас выглядит, например, как физическое тело человека. И исходя из этого происходит как бы уровень всего дальнейшего управления. То есть строительным уровнем управления является форма физического тела человека. И достаточно только, например, эту форму воспринять, мы имеем построение всего внешнего мира. То есть мир мгновенно возник от формы человека. Тогда понятно, что Бог имеет такую же точно форму, да, как человек. Если мы возьмем там другой элемент, то четко видно, что на самом деле вокруг другого элемента, который не имеет формы человека, мгновенного распространения мира не происходит. Потому что здесь вот, для того, чтобы это доказать, например, да, можно просто элементарную провести линию управления. Вот есть жизнь души, которая как бы репродуцирует внешнюю реальность. Но ведь вся внешняя реальность – это уже как бы следствие, да, например. Во внешней реальности могут быть другие люди, но это совсем другой аспект. Там это целые миры автономные. Если мы возьмем, например, молекулу и зададимся вопросом, а чем отличается молекула? Может быть, например, да, теоретически может задать такой вопрос, что у нее тоже, у этой молекулы существует там вот это вот спонтанное как бы развитие мира. Да, там тоже существует, но там будет другая система связи. Там будут молекулы, там будут другие системы распределения связи. И поэтому существует понятие однотипных веществ. Откуда вообще берется вещество? Потому что вокруг каждого элемента информации возникает подобная система. Подобная система – это и есть вещество, если это микромолекулярный уровень. И исходя из этого, в жизни души существует тоже подобная система. Потому что душа имеет такую же информацию, как внешний мир. Как я и говорил, что существует система обратной связи. Получается, что жизнь души – это существование возникающих подобных систем. То есть, если есть принцип возникновения, значит, есть принцип дальнейшего развития. А учитывая, что душа автономная система, то возникновение приводит к самому же себе. То есть, как бы начала возникновения как бы и нет. То есть, есть внешний контроль, опять, да, присутствие Бога, так скажем. Но Бога, действующего по цели, Бог ставит цель где-то перед вами, а возникает здесь. То есть, Он не здесь конкретно там делает управление, да, в этом месте, а просто ставит задачу. То есть, получается, что источником управления некой энергии, да, является решение задач вечного развития. Там не надо где-то эту энергию искать, или ее кроить, или там какими-то массами таскать в какое-то место. Там просто нужно решать цель. И все. Там нужно иметь цель вечного развития и этим заниматься. Тогда понятие так называемой энергии и так далее, это все, что есть ваше духовное развитие, в вашем стремлении. И автономность физического тела здесь четко проявлена, что вам не нужно ничего нигде искать, вы это все имеете. Когда вы, например, уже приходите к тому, что вы начинаете видеть управление бесконечным, то есть вы начинаете понимать, что бесконечное управление – это, в общем-то, совершенно никакая не проблема. То есть в бесконечном будущем, чем больше вы развиваетесь, тем более оно для вас устойчиво должно быть. И так, кстати, происходит реально. Кто технологически применяет систему управления, идущую от личных систем, да, и задач вечного развития, тем человек более подготовлен к следующим ситуациям, тем он более устойчив и так далее. И исходя из этого мы получаем то, что в принципе для того, чтобы душа развивалась вечно, надо просто-навсего воспринять вечное развитие просто спокойно, например, детализированно, если это нужно, и суметь вот это вот вечное развитие ориентировать на себя таким образом, чтобы, значит, жизнь души или там информация жизни души, это был уровень, который перед вами вот все время светится как бы неразрывно. То есть вы видите неразрывный свет жизни собственной души. Что есть жизнь души? Это жизнедеятельность, это есть конкретные действия, это конкретные движения. И вот вы, когда двигаетесь, например, да, в сторону жизни души, то у вас все складывается благоприятно, счастливо. Кстати, здесь можно сразу определить структуру счастья. И при этом вы развиваетесь в гармонии с душой. В принципе, вы можете видеть, что не только как бы с одной душой, да, здесь как бы принципиальный аспект. Вы в принципе развиваетесь очень гармонично. И
Исходя из этого, вы можете видеть, что любые события осуществимы, потому что вы контролируете, абсолютно причем контролируете все, например, там бесконечное будущее. Потому что душа — это бесконечная информация. И взаимодействие с душой, гармоничное взаимодействие, это контроль бесконечного собственного будущего. Следовательно, естественно, это и вечное ваше собственное развитие. Поэтому любая цель управления здесь, естественно, осуществляется только потому, что вот этот свет гармонии, свет взаимодействия с вечностью осуществляет событие в любом случае. То есть при любом стечении обстоятельств событие осуществляется, то, которое нужно вам. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.